что, друзья, наконец-то пришел Nissan Куб подписчику из Ростова. Кто не смотрел, как мы покупали этот автомобиль, посмотрите, ролик всплывет в подсказке. Сейчас уже точно не помню, сколько времени прошло, но, по-моему, около 3 месяцев с момента оплаты инвойса до того времени, как он прибыл в Ростов. Человек рад, доволен и прислал мне кратенький прям такой мини-обзор на этот автомобиль. Смотрим. Михаил, вот такой автомобиль у нас получился. Nissan Куб 2016 года. Спасибо тебе большое за такую новинку в моей жизни. Ну а дальше я более подробно расскажу про этот автомобиль. Машина 2016 года по аукционному листу 2017 года, так как японцы в аукционном листе ставят дату первой регистрации автомобиля, а не дату производства. Поэтому это нужно внимательно смотреть. От японца остался видеорегистратор и антирадар. Салон в хорошем состоянии, никакой грязи, никаких потертостей на сиденьях нет. Имеются коврики. Потолок также чистый, никакой грязи, потертости тоже не имеется. Кузов в отличном состоянии, то есть никаких вмятин, никаких крупных царапин нет. В аукционном листе указаны только царапины А1. Багажник также чистый. Пришла машина с полным ремкомплектом, как был Nissan Куб в Японии сфотографирован, так он и пришел. То есть насос, домкрат, все это имеется, и все это дошло в Россию. Вот такая машинка пришла в Ростов и теперь будет радовать счастливого обладателя. Друзья, от себя хочу добавить что про этот автомобиль, что машина с аукционной оценкой 3,5 балла, пробег всего лишь 30 тысяч километров у нее. 3,5 балла, почему? Потому что там меняли заднюю дверцу. По всему остальному машина просто по кузову в идеале, поэтому, видимо, поставили 3,5, а не R-ку. Ну и человек получил ее, осмотрел и сам говорит, что машина реально в хорошем состоянии, салон в идеале, подвеска в идеале, как новый автомобиль. Ну понятно, потому что для японского автомобиля пробег 30 тысяч километров это вообще не пробег, это как новый, считай, автомобиль. Дальше что? У нас с этим автомобилем, я уже в том ролике говорил, сейчас еще раз напомню, получилась такая ситуация, что когда мы получили инвойс, курс скаканул немножко на следующий день, мы подождали на пару дней, он сильно не опустился, но и оплатили. Из-за этого переплата небольшая получилась, в районе, по-моему, 15 тысяч рублей. И потом в июле, в момент уже покупки, подорожал фрахт, и переплата еще на 20 тысяч рублей получилась. Вот, и у нас вышло 640 тысяч рублей в Владивостоке, хотя изначально планировали бюджет 600 тысяч рублей. Такое бывает, поэтому я уже это говорил. За подорожанием фрахта мы никак не следим и не можем никак это регулировать. То есть компании, которые перевозят, просто уведомляют, письмо на почту присылают, что фрахт повысился, и все, ничего ты с этим не сделаешь, приходится оплачивать. Точно так же, как и с курсом, мы никак вот это регулировать не можем. Поэтому говорю еще раз для тех, кто собирается покупать машину, что всегда нужно там 20-30 тысяч рублей в запасе иметь вот на такие ситуации. То есть, желательно впритык бюджет не ставить. Такие вот ситуации бывают. А так, в принципе, все без изменений. Машины покупаются, машины доставляются в Россию, несмотря на различные ситуации в нашем мире. Поэтому, кому нужно, кто хочет в ближайшее время купить автомобиль, пишите мне в WhatsApp. Я вас проконсультирую. Все, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте это видео. Как вы считаете, какая цена для этого автомобиля приемлема? Хорошая ли та цена, за которую мы купили? Или вы считаете это дорого или наоборот дешево? Оставляйте комментарии. До встречи.